Это круто. Николас Кейдж всегда был одним из самых экстравагантных персонажей Голливуда. В свое время он прославился неординарными поступками, вроде приобретения за $250 000 окаменевшей челюсти динозавра, жутковатой коллекции высушенных голов пигмеев и покупкой 2 полуразрушенных замков в Европе. Настоящее имя Кейджа – Николас Ким Коппола, и он представитель 3-го поколения голливудской династии. Отец будущей звезды был профессором литературы, мать – хореографом, дядя – режиссер Фрэнсис Форд Коппола, дед – композитор Кармин Коппола, а бабушка – актриса Италия Коппола. В его арсенале десятки сыгранных ролей, Оскар и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в картине «Покидая Лас-Вегас», несколько номинаций на престижные кинонаграды и 6 побед в «Золотой малине» за худшую мужскую роль. История его личной жизни похожа на череду невероятных романтических путешествий. Журналисты внимательно следили за актером и приписывали ему очередной роман в ту же минуту, как он появлялся в свете с представительницей прекрасного пола. В 1990-м Кейдж впервые стал отцом. Актриса Кристина Фалтон родила сына Уэстона. Но под венец в первый раз актер отправился вовсе не с ней. Первой женой Кейджа стала актриса Патрисия Аркет. Они познакомились, когда девушке было всего 18 лет. Она вовсе не собиралась замуж, да и сам Кейдж ей не слишком понравился. Но актер был готов достать хоть звезду с неба ради расположения девушки, который сделал предложение спустя всего час после знакомства. Юная Патрисия придумала для него сразу несколько испытаний. Добыть для нее автограф Джерома Селлинджера. А еще она хотела заполучить подвенечный наряд горного тибетского племени, статуэтку из ресторана Бабс Биг Бой и черную орхидею. Николас сумел выполнить все ее пожелания. Правда, орхидею найти не смог. Таковых, как оказалось, не бывает. Николасу пришлось покрасить цветок краской из баллончика. Однако, когда он доставил все своей любимой, та его предложение не приняла. Аркет заявила, что слишком молода, чтобы выходить за него замуж. О том, что она готова стать его женой, Патрисия сообщила Кейджу лишь 7 лет спустя. Причем на этот раз предложение сделала она сама, появившись в доме Кейджа в костюме из черного латекса и с лиловым тортом в руке. Их разрыв состоялся всего через 9 месяцев после свадьбы. При этом на публике они продолжали делать вид, что все еще пара. Развод оформили лишь 6 лет спустя. Второй женой Кейджа стала Лиза Мария Пресли. Они познакомились на светской вечеринке и сразу же решили, что созданы друг для друга. Оба происходили из семей знаменитостей. Лиза Мария – единственная дочка Элвиса. Как оказалось, Кейдж был страстным фанатом Элвиса и тратил огромные деньги, покупая на аукционах вещи короля рок-н-ролла для своей коллекции. Поэтому он был окончательно покорен, когда Лиза Мария подарила ему запонки отца. Николас и его любимая сыграли свадьбу 2 года спустя. Увы, как признался поем сам Кейдж, вскоре он об этом пожалел. Как объяснил актер, оба были слишком сильными личностями, чтобы суметь ужиться вместе. На волне слухов, что дочь легендарного певца – лишь еще один экзотический экспонат в коллекции актера, этот союз просуществовал всего 108 дней, после чего супруги радостно развелись. Несмотря на развод, Лиза Мари и Ник остались друзьями. После ее смерти Ник опубликовал заявление, выражая сожаление и говоря, что Лиза была удивительным человеком, который умел смеяться лучше всех. Его сердце было разбито из-за этой утраты. Не прошло и года после развода Кейджа с дочерью Пресли, как он встретил свою новую любовь, 19-летнюю кореянку Элис Ким, работавшую официанткой в суши-баре. Кейджу на тот момент было уже 40, он ничего не знал о родине своей новой возлюбленной,
не был знаком с культурными особенностями и традициями этой страны. Но разве могло это помешать актеру сделать девушке предложение всего через пару месяцев после знакомства? Самое удивительное, что сама Элис не видела в этом ничего особенного. Она тут же ответила согласием, а спустя год после скромной свадьбы родила актеру сына Кал-Эла, которого счастливый отец назвал в честь Супермена. Довольно долго Николас и Элис были, по его утверждению, совершенно счастливы вместе, воспитывая сына. Кейдж вовсю наслаждался тем, что пытался погрузиться в экзотическую для него корейскую культуру. Через 12 лет Кейдж развелся. Официальная причина развода так и не была обнародована. Ходили слухи, что в отсутствие мужа, часто уезжавшего на съемки, Элис начала изменять мужу соседом, владевшим особняком неподалеку. Сам Кейдж сообщил о своем разводе только одно, что это стало для него полнейшим шоком. Четвертый брак Кейджа стал самым коротким, во всяком случае на сегодняшний день. Где именно актер познакомился с визажисткой Эрикой Койки, которая на целых 32 года была его моложе, точно неизвестно. Репортеры смогли выяснить только что до свадьбы, которая стала для всех полной неожиданностью, Николас тайно встречался с Эрикой около года. Но всего 4 дня спустя после свадьбы Кейдж заявил о намерении развестись. Причем он требовал даже не развода, а того, чтобы его женитьба была аннулирована. Как зафиксировано в заявлении, поданном юристами на развод от имени Кейджа, актер был слишком пьян, чтобы понять, что он женится. Перед тем, как отправиться в ЗАГС и заключить брак, Николас и его подруга Эрика Койки много пили. Влюбленные допились до того, что Эрика предложила Николасу пожениться, а он согласился. При этом, по словам юристов, актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает. А Койки, как утверждал Кейдж, просто воспользовалась его состоянием. К тому же он, по словам актера, уже после свадьбы выяснил, что Эрика на момент их женитьбы состояла в отношениях с другим мужчиной. В качестве повода для развода в заявлении также фигурирует тот факт, что невеста скрыла от Кейджа свое криминальное прошлое. Эрика дважды привлекалась к суду за вождение в пьяном виде в 2008 и в 2011 годах. Несостоявшаяся супруга Кейджа отделалась условным сроком за пьяную езду. Ей присудили общественные работы плюс посещение занятий в обществе «Анонимные алкоголики». Кроме того, в 2006 году Эрику арестовали за ссору с бывшим мужем с применением насилия. После этого она развелась с экс-супругом с большим скандалом. Не прошло и года после 4-го развода актера, а он уже снова был влюблен и счастлив. В этот раз его очаровала японка Рика Шибата. Николас Кейдж устроил для Рика весьма экстравагантное первое свидание. Он пригласил девушку на собственную могилу на кладбище Сент-Луиса в Новом Орлеане. Почти за 10 лет до этого он приобрел себе место для захоронения и установил там пирамиду высотой 9 футов. Якобы после того, как Рика пришла в восторг от такого свидания, Николас Кейдж понял, что встретил родственную душу. Влюбленные встречались почти 2 года, старались получше узнать друг друга, разобраться в своих чувствах и убедиться, что разница в возрасте больше 30 лет им совершенно не мешает понимать друг друга. В феврале 2021 года актер и Рика Шибата отправились под венец, а в сентябре 2022 они стали счастливыми родителями дочери, которую назвали Агаст Франческо. Николас Кейдж рассказал в интервью Los Angeles Times после своей 5-й свадьбы: «Я знаю, что 5 браков – это много, но, думаю, на этот раз я поступил правильно.